Когда ты в 25 приходишь, там никаких проблем нет менять работу как перчатки. Когда ты приходишь, и тебе ну, там 30, да, или немножко за 30, там уже сложнее. Особенно, когда ты приходишь на собеседование и говоришь, что ты последние там 6 лет был менеджером в киберспортивной команде, все равно такие, типа, а что это вообще такое? Ну ладно, до свидания. Я, по сути, работал на любой доступной работе, на которой можно получить деньги. Нормально относительно, да? То есть это доставки, такси, торговый представитель, вот это вот все. Ни одна работа не подразумевает трудовой книжки, соответственно, по договорам. Ну, как это обычно бывает. Все, кто работал за рулем, знают, что ты можешь и там, и здесь, и сям, и поспать, если захотел. То есть какой-то обязаловки, что там в 8, в 9, там еще что-то, этого нет. У меня был план такой, что я должен был взять тачку какую-то простую, типа Volkswagen Polica, и в раскат его сдать. И быть очень мощным бизнесменом, потому что у меня еще вторая машина есть. Но пандемия как бы немножко все вот так вот меня повертела на этом, потому что кто знал, кто в такси заработал, там вообще не было ничего абсолютно. Пустота. Парковым каким-то что-то давали, в остальном это просто была мертвая тема совершенно. Ну, Никитин решил написать в момент, когда мы зависали с Вильхиором у него на квартире. Я рассказывал, что, говорю, странно, типа, год уже без работы. Я не самый удобный там, типа, сливал какие-то инсайды и прочее, но в целом-то, говорю, все равно странно, потому что результаты были. Все, и он говорит, а что ты сам не напишешь? Я говорю, а нафига? Ну, я, типа, считаю, что если кадр ценный, ему должны писать, потому что это ценный кадр. А если кадр сам себе пишет, ну, значит, он не особо и ценный. Поехал домой и такой думаю, ладно, напишу. Фишка-то в том, что Никита звал меня на работу, когда я был в «Империи», и не один раз я ему отказывал, и последний раз, когда мы с ним встречались, он сказал, что я тебя больше никогда на работу не позову. Все. Я понимал, что Никита меня точно не напишет сам, но не потому, что, возможно, я плохой кадр, да, а просто потому, что, ну, он мне уже это сказал. Но он не говорил, что если я ему напишу, он там меня не возьмет или еще что-то. Он просто сказал, что у них договоренность с его составом, в целом то, что я предлагаю, возможно, обсудить. У них договоренность с их составом, поэтому если будем обсуждать, то там осенью, а я писал в июне или в июле. Просто там получилось так, что через 2 недели у него что-то случилось с составом, через 2 недели прям. И все, он говорит, да если ты еще в поиске, то давай созвонимся, обсудим. Ну и все, дальше был уже, в принципе, такой формат собеседования. Меня даже это удивило в тот момент, потому что у нас была просто история взаимоотношений, а тут было такое серьезное прям вот, ну, собеседование. В итоге после собеседования на следующий день он мне написал, я такой, фух, можно выдохнуть. У меня был четко отмерен год, четко. То есть если бы я через год, а вот никуда бы меня в итоге не позвали, я куда-то там постучался и так далее, ну, я бы, скорее всего, завязал с киберспортом, потому что возраст уже немножко не то, чтобы на шее сидеть постоянно, сидеть, следить очень плотно за киберспортом и при этом хорошо работать невозможно. Но при этом это все равно, наверное, не было каким-то фулл обеспечением себя. То есть потому что время, которое я мог работать, я его тратил на доту, которая на тот момент мне ничего не приносила. Это было в Монтевилле. Я туда приехал, со всеми познакомился. Ну, просто хотел услышать, как я вижу сбор состава тоже. Ну, и в целом сбор состава мы тогда собирали. У нас был целый огромный шорт-лист игроков, с которыми мы со всеми из них почти разговаривали, тестили половину из них. Потом мы отделяли это все уже на тесты, и по тестам уже я делал выбор. Я отсматривал их парами, тройками, и смотрел, кто лучше, хуже и так далее. Принципы и критерии при наборе состава в целом довольно простые были, да, то есть я хотел построить, использовать максимально спортивную модель во всем этом. Один из принципов было то, что надо начать сбор состава именно с тренера. Не обязательно брать там действующего тренера, готового. Нужно брать просто человека, который понимает доту, играл в нее и который в свое время был уважаемым, выдающимся игроком. Поэтому, собственно, мы очень хотели Айрата изначально, ну, мы его и получили, да, то есть получилось уговорить. Второе, это, наверное, то, что мы не хотим платить. Мы не хотим платить за уровень. Что я имею в виду? За условного тир-2 игрока платить ему зарплату условно там в $5000. На тот момент, вероятно, таких денег даже не было у Spirit, а возможно и были. Но это все равно был путь никуда, потому что ты получаешь среднего игрока за большие деньги. Нам нужны игроки, которые помимо игровых качеств будут еще либо молодыми, либо с человеческим набором качеств. То есть очень важна личность. Даже не человеческим, а личность, чтобы они были личностями. Поэтому мы гоняли довольно много в двойках, в тройках. Понятно, что я еще разговаривал с ними индивидуально много, еще что-то. Но какие-то, наверное, мне были важны качества именно их личности в коллективе. То есть если бы, например, был какой-нибудь лидер, неважно, явный, скрытый, который, например, подавлял бы всех, или делал бы, пытался набивать себе авторитет не через игру, а через что-то другое, это быстро проявляется. Ну, там за неделю-две мы там гоняли эти тесты, там 3 недели, по-моему, или почти месяц. Ну, это проявилось точно. 5 заролили. Ну, там был, конечно, небольшой риск где-то, да, то, что мы взяли магу,
сразу взяли. То есть для чего пришлось там его отца привести, уговорить. Ну, у нас молодежь одна была. Торонтович у нас точно был. И, по-моему, там Зобет точно был. Мипошку мы точно хотели, если Кидарыч не справится. А вот этих двое мы тогда точно на месте Илюху как вот смотрели. Потому что Илья был тогда 250-й ранг. И я не помню, кто из них был первый, Илья или Магов. Кто-то из них был первый, когда я принял решение. А второй такой же, да пофигу вообще. Молодой, нормально, мне нравится. Не выгорит, ладно, я отвечу, все, типа, и мы за очередь. Когда, короче, состав собирали, вот, пришлось сделать экскурсию для Магомеда, для отца Магомеда. Он не верил, что за то, что кто-то играет в компьютер, могут платить большие деньги. Это было для него логично. И мы предложили ему прилететь в Москву, мы все оплатим, встретим, покажем ему наш офис, мы встретимся все дружно в ресторане, покушаем мясо и обсудим в целом, что мы, кто мы, как мы и почему Магомед настолько хорош. И какие перспективы у его сына. Потому что Мага поступал, у него отец врач, главврач больницы, и он поступал как раз, собственно, в медицинский. Ну, мы заселили в отель, мы все оплатили, я лично их встречал, помню, приезжал. Встретились на следующий день как раз с Никитой. До этого мы привезли их также на тренировочный кемп в Монтивилле, а потом уже встретились как раз в ресторане. И там, собственно, мы просто рассказали ему, кто мы, что мы, зачем мы, какие перспективы у Магомеда. Мы прямо сейчас заинтересованы в Магомеде. Он прямо сейчас может играть в тир-1 команде. У него огромный потенциал. Мы рассказали, в том числе на примерах показали вот лучших игроков, начиная с Золотого Стала Витус.Про, да, Рамзес, там рекламу, фор, все дела. Замедлимся, возьмем просто Магомеду Академ. Он год поиграет. Магомед сам поймет, нужно ли это ему, и вы сами все поймете и увидите. Ну, отец Магомеда еще до Интернешнл, еще когда на первые ланы пошли, когда он мог уже на Твиче смотреть, как его сын играет, я думаю, он был уже очень горд. То есть у этого есть болельщики, есть признание, безусловно, таланта, и что его сын действительно талант. И, соответственно, Мага остался. Мы договорились. И все счастливы. До этого ни разу не были на Инте, а квалификации они проиграли уже достаточно много. Причем в финале они проигрывали, и проигрывали даже в том числе команде, у которой менеджер был я. Да, это в 2016 году, там Империя Спирит, финал, и Империя выиграла и поехала на Интернешнл в итоге. Поэтому для Никиты, я думаю, это было супер важно. Для меня в целом это было тоже супер важно, но на самом деле это было вообще не важно. Потому что даже если бы мы тогда не поехали на Инт, мы все равно продолжили играть этим составом. Мы действительно за эти полгода хорошо выступали, хорошо играли, мы съездили на мейджор. А на тот момент это казалось все равно успехом, и до самих квалификаций мы обсуждали, что даже если вдруг не получится, мы все равно будем продолжать работать этим составом, потому что мы верим в этот состав, у нас хороший состав, и мы сможем им чего-то добиться. Именно с точки зрения всего остального, на самом деле, это ничего не решало. А вот с точки зрения внутренних переживаний, личностных, это решало очень много. По крайней мере, когда они перестанут вообще полностью у меня присутствовать, наверное, мне будет пора заниматься чем-то другим. Шаверму тебе холодную дают, и ты уже переживаешь, что день не так начался. Шаверму холодную дали. После Virtus.Pro вот это было, наверное, там, где мы прям все эмоции отдали, и это было невероятно. Мы там 30 матчей их не могли выиграть никогда. На Интернешнле мы их выиграли, это была прям история. И вот на самом деле тогда мы очень много оставили сил, и это был, наверное, супер, самый стрессовый матч. А на финале мне уже было просто плохо, я пил кофе, я выпил, наверное, что-то кружек 10, там стадион футбольный, и там были кибитки с огревателем, где мы сидели, смотрели. И когда выходишь, там был корнер сразу у кибитки, где было кофе. И причем кофе там был в самоваре, то есть он бесконечный. И я постоянно выходил курить на вот это вот кофе, вот это вот пил, я, наверное, штук 10 выпил или 12, мне стало плохо в итоге. Я просил валидол, потому что мне стало плохо. И когда уже выиграли, все, ужин, пока там все что-то шампанское пили и кушали вкусняшки, я лежал на полу, да, на плитке вот так вот и погибал. И мне ходили во врача. Вот это да, истинный победитель. Ну, в общем, да, это вот два самых стрессовых матча были, наверное. Многие из парней год играли, по сути, на именно высоком уровне. У меня, получается, к Интернешнлу уже 6 лет прошло. Ну, даже 7. Я в конце 2014 года начал, пусть будет 7. На самом деле такая феерия была, что я даже не знаю, с чем это сравнить или с чем описать. Потому что конкретно, например, в моей жизни эта победа, ну, очень много изменила. Начиная со статуса, наверное, как специалиста, да. Во-первых, признание. То есть признание сообщества, всех. Во-вторых, это финансовый аспект, естественно. То есть, ну, условия повышаются, в том числе зарплаты, ну, кратно, естественно. Притом это был тогда же такой бум, там все об этом писали, говорили. Всего отвечу на вопрос статья, и я проведу параллель с традиционным спортом. Вероятно, нашу победу на The International 10 можно сравнить с победой российского клуба в Лиге чемпионов. Ты прилетаешь с Интернешнла, тебя заселяют в Мёвенпик, то есть там какой-то офигенный номер.
Там такой фуршет тебе накрывают. Все тебя поздравляют, куда ни плюнь. Тебя на улице узнают, ты приходишь поесть стейков, тебе приносят какую-то бутылку шампанского или вина и говорят, это вот вообще от мужиков там, или от нас, или от ресторана. Короче, мы вас узнали. Ваня Ургант. Ты потом в телевизоре вообще отсвечиваешь. Ну, в целом, тогда это было такое событие. Мне, в первую очередь, Руслана и Дмитрий. Ваши обязанности в команде, пожалуйста. Мои обязанности, конечно же, протирать мышки от пота и вовремя делать релаксирующий массаж. Ты понимаешь, ну, ты действительно как специалист, то есть, да, ну, ты продвинулся. То есть дальше только больше. Что говорить, я жил в коммуналке долгое время, да, в 17 году мы там с горем пополам с помощью матери мы купили однушку мне и так далее. Ну, я банально решил свой жилищный вопрос. И это все вот так, прыньк. В 16 году, сидя с Миркошкой, мы были в одной команде, сидели на крыльце, и что-то мы рефлексировали на то, как круто было выиграть бы инт. И тогда я помню, сказал, Ярик, ну если когда-нибудь выиграешь инт, ты мне подаришь крузак. Насколько мы об этом мечтали, что мы в 16 году вот это, кстати, свершилось в итоге, и в итоге Ярик мне подарил машину, но это была реально мечта прям недостижимая. Тогда никто этого не делал, кроме Нави в первый год, когда это считал, что вообще невозможное что-то. Важен был трусайт, в который мы попали. Мы сидели, и весь финал мы разговаривали только о том, что пацаны, мы в трусайте. Но мы тогда не прожили еще столько, и вот вопрос денег нас на самом деле, меня даже это радовало. Конечно, когда выиграли, там уже началось это, о, нифига, прикинь, мы же выиграли еще сколько денег. Но именно в момент турнира ни меня, ни мою команду он почти не волновал. Мы об этом даже не обсуждали ни разу за турнир, что самое смешное. Победа на втором инте ощущалась иначе. Это были офигенные эмоции, но они были сильно другими. Это были уже вот именно описуемые эмоции. Радость, гордость, там, ощущение, что ты кому-то что-то доказал. Жажда третий выиграть, потому что 2 — это история, но не конечная. Я наслаждаюсь ареной, людьми, которые уже уходят. У меня флешбэк 2017, где я плакал на этой арене, когда мы вылетели. Сегодня другой день, другая история. Это были уже более классические спортивные эмоции. То есть не когда твоя жизнь меняется на 180 градусов, а вот именно классические спортивные эмоции. Жажда побеждать. Она бывает притупляется, бывает такое. Это нормальный процесс, когда ты понимаешь, что вот ты вроде не доработал, вроде мог больше, ну не выиграем, ну займем там топ, не знаю, топ-4. Буду ли я чувствовать себя вину в этом, допустим? Ну, да, буду. Ну, такое бывает, но это должно быть иногда. То есть, если у тебя чаще вот такое, а не жажда выиграть, то, я думаю, любому человеку, кто в спорте, ему нужно переходить либо на операционную работу какую-то, либо заняться чем-то другим в жизни. Насчет выгорания, я с ним сталкивался, но у меня не было такого, как обычно у классических людей, что вот я выгораю и такой, ну, я выгорел, и вот там 3 месяца выгораешь, и еще что. У меня оно бывает промежутками, все нормально, бац, я понимаю, что я все. Пукс. Там 2 недельки, 3 недельки, бац, я обратно вернулся. Грубо говоря, если брать дистанс, то это там, типа, вот эти турниры отлично, этот турнир похуже, этот турнир очень плохо, а этот турнир уже опять отлично. В целом, в глубокое какое-то выгорание, опять же, учитывая объем работы, я считаю, что я не падал. В этом году я сходил в отпуск для того, чтобы я рефрешнулся к отрезку конечного сезона, потому что конец сезона нужно забирать. Это Рият, Инт — это самые важные турниры. А здесь сейчас там как раз был период, где был онлайн-турнир, да, и был турнир чуть поменьше LAN. Я пообщался тоже как раз с Никитой, и, ну, и в целом я такой, да, хорошо, это логично. И отпуск, ну, наверное, нужен был, потому что было очень тяжело, у нас же все ушли в отпуск в самом начале, игроки. Было очень много новичков, которые требовали много внимания, и я вот там был фактически с ними вот как нянька такой постоянно. А при этом нужно было еще и результат показывать высокий. То есть было тяжело, да, это вот первые 3 месяца этого года тогда меня вымотали достаточно сильно. Вот что мне помогает восстанавливаться, да? Ну, например, с возрастом вот я такой был любитель попарить, да, я вот уже полгода не курю, не парю. Это куда-то немножко забирает мои силы, и просто тяжеловато. Какого-то у меня личного секрета нет. Все понемножку. То есть, если в моменте мне хочется с кем-то поговорить или, например, выпить, я пойду с кем-то поговорю и выпью. Я хочу неделю лежать дома, смотреть в потолок, вообще ни с кем не разговаривать, не общаться, никому не отвечать. Такое почти невозможно, потому что все равно кто-то пишет, и кому-то, к сожалению, приходится отвечать. Вот я хочу просыпаться в 10 вечера, включать там стрим, играть в Souls-like, в Dark Souls какой-нибудь, и ложиться в 9 утра. Вот мне хочется и все жрать Макдональдс при этом, при всем. То есть по-разному. У меня сугубо по-разному. Вот что есть в моменте, то есть. Все-таки мне уже не 20, поэтому иногда бывает так, что, например, мы можем ехать на отпуск с девушкой или с друзьями. Я сразу заранее говорю, так, ребят, вот я буду делать вот так. Вот, например, на одну экскурсию я с вами съезжу, а все остальное время
Я буду вечером сидеть вот здесь, а днем лежать вот здесь. Все. Последний раз я отдыхал, как раз после был турнир в Таиланде, и я там остался просто на неделю. Но в целом там было довольно бодро. То есть я там и на слонах, мы там в слонящую ферму, и, короче, мы куда мы только там не съездили, в целом там было бодро, да. А вот на Мальдивах, ну, я в океан съездил пару раз, там, на снорклинг, на дайвинг, а потом я просто вот так лежал, и все. Я был, получается, с 2020 года в отпуске 2 раза, то есть за 5 лет. Поэтому не всегда получается. Наверное, Руслан умеет все, что умею я, а я умею все, что умеет делать Руслан. Вся операционка — это Руслана, да. И я бы не очень хотел даже пробовать с ней конкурировать в этом вопросе. Это идеальное разделение, то есть мы понимаем, мы идеально дополняем друг друга. Вот это тыл, тыловик. Вот. Все, что связано с обеспечением, Руслан умеет делать все лучше, чем я. Она решает проблемы всегда вовремя. Ну вот, блин, не знаю, вот жопа болит у игрока, вот понимаешь, жопа болит. У Руслана уже есть лекарство, она уже знает, что у него болит, и у игрока жопа на следующий день болеть не будет. Русь — это аварийная кнопка. Вот можно так сказать, которую только все очень часто нажимают. Некоторые не имеют совести, нажимают ее как не аварийно, вот как просто этот. Поэтому да. Вот Руся — это наша аварийная кнопка. Мы это обсуждали менеджментом, и я был в какой-то момент очень жестко не согласен, почему Руся всем помогает, все курирует дела, что нужно больше самостоятельности игрокам, потому что, ну, это немножко спортивная составляющая, и было бы неплохо, если бы игроки были больше самостоятельны. Я потом посмотрел, все тоже прикинул, сделал разрезы временные, что для того, чтобы быть лучшим в мире, нужно очень много времени тратить на игру. И некоторые игроки у нас действительно тратят, ну, натурально по 14 часов в сутки, они просто тратят на игру. И в этом случае действительно мы, наверное, обязаны обеспечить им достойный уровень жизни, комфорта, вот именно бытового. И вот этим всем занимается Руслан, и я думаю, что у нас лучший бытовой уровень в любой организации Восточной Европы. С западниками я меньше связываюсь, но вот с Восточной Европы я считаю, что в Spirit лучше всего. Нигде не будут настолько помогать игрокам в любых вообще аспектах и заниматься их делами, как в Spirit. И это во многом не потому, что это Spirit, а потому что в Spirit есть Руслана. Потому что где я бы уже, например, скажу, да, блядь, ты что, без руки, иди и сделай. Или когда я делаю одно и то же действие, например, для игрока 10 раз. Вот я бы уже на 4 сказал бы, ну, ты как, по-нормальный, нет? Руслана сделает его 10 раз. И при этом, ну, все будут довольны. По поводу дисциплины в коллективе, это вот как раз уже моя зона ответственности, и ей больше занимаюсь я. Все, исключая рукоприкладство. То есть в рамках дисциплины моя жесткость может доходить до любого. Эмоциональной качели, голос повысить, и поругаться, и покричать. Еще от игроков зависит. Ну вот в Станочке мы все время прям орали друг на друга. Прям почти уже понравились. То есть, да. Недавно, опять же, на повышенных тонах где-то я разговаривал тоже с одним из игроков. Относительно недавно. Причем игрок обиделся на это. То, что я сделал, принесло свои плоды. Просто в тот момент я посчитал, что это было необходимо. Возможно, я был неправ. Потому что я неправ, я признаю. Я никогда не сижу там и не говорю, что так и должно быть. Но в случае с дисциплиной, в моем понимании, особенно на важных периодах, лучше перегнуть, чем не догнуть. Потому что если ты перегнешь, человек все поймет, зачем ты это сделал. Он на тебя может обидеться. Знаешь, даже фильм есть такой «Чудо на льду», где в целом-то весь фильм завязан на том, что на негативных эмоциях. Команды сплочаются вокруг одного против одного плохого человека и выигрывают его назло. Главное, чтобы выиграли. Выиграют, остальное, типа, меня в меньшей степени волнует. То есть, если нужно быть плохим, я готов быть плохим. В моей работе, на самом деле, нравится все, но если так вот немного шутя, то это, конечно, отсутствие необходимости просыпаться в 7 утра. А вот мне нравится, вот такого у меня нет, потому что у меня есть там Руслана. Вот если бы я занимался тем, чем занимается она, было бы что-то, а так нет. Так мне все нравится. Но это редкий случай, когда вот работа нравится, все нравится. Мы нормально сразу общались, приходили к каким-то консенсусам, ко всему остальному, но я думаю, что я за человек и что Никит за человек, мы в целом-то поняли там уже года через 3-4. А сколько нужно времени вот, да, для того, чтобы понять, насколько, вот узнать человека. Иногда и жизни не хватает. Поэтому в целом я сейчас имею в виду узнать не как работника, да, уже, но именно как человек. То есть, например, и он, и я, мы можем сделать вывод, на какой поступок, например, кто из нас способен, да или еще что-то. Потому что мы там уже достаточно какое-то время проработали. Если говорить именно про рабочие какие-то отношения, все-таки мы из-за того, что, например, находимся сейчас на буткемпе, да, в тренировочном лагере, мы часто где-то общаемся именно лично о том, как у нас происходит работа, что нам делать, обсуждаем планы, сезоны и все остальное, да, то есть все равно есть неформальное общение. В том числе мы там друг у друга на праздниках, иногда на Новый год, там, да, потому что мы все живем в Белграде, тоже проводим вместе, есть неформальное общение. А если говорить чисто про рабочую ситуацию,
Ну, наверное, полгодика мы притирались. Где-то я тоже щупал границы, чего можно, чего нельзя, ну, как обычно. Мы, мне кажется, с Русланой где-то больше притирались. Нигде, ни в футболе, нигде абсолютно нет двух равнозначных фигур. Равнозначные фигуры должны быть и внутри коллектива, и на планерках менеджментских, и с точки зрения признания аудитории. Сейчас уже намного лучше, да, Руслану в целом, я считаю, все знают болельщики Спирит, вот. Но в целом все равно, да, в какое-то время, поначалу, да, знали меня, а там про Руслану и не знали ничего, или знали мало. Это было не очень хорошо. Поэтому нигде нет там двух Фергюсонов, двух Гвардиол или еще кого-то. С точки зрения начальника, что я узнал о Никите за 3-4 года, ну, наверное, его профессиональные качества, да, то есть, например, я могу сказать честно, что моментами я лично себя не считаю каким-то плохим, но моментами я бываю крайне тяжелым человеком. Причем это именно в работе проявляется. В жизни тоже, но в жизни-то мы не обязаны друг с другом общаться, правильно? Или дружить, или еще что-то. А в работе обязаны. Никита очень умный начальник, потому что с ним у меня консернов за 5 лет в целом не возникало. А это довольно важный поинт, потому что, наверное, даже в этой организации у меня с каждым возникали какие-то консерны. Насколько нужно правильно построить диалог или вообще любое общение, чтобы твой сотрудник чувствовал себя шикарно. Никита — это идеальный начальник. Вот для меня это просто идеальный начальник. И я думаю, любой, кто работает в Spirit, скажет об этом. Там очень много хорошего сказать может. Но он понимающий. Если ты хорошо работаешь, где нет вопросов, то он сам к тебе придет. Он сам тебе скажет, что у нас есть возможность. Все вот это вот как сделать. Можно очень много комплиментов накидать, но в целом, если собрать это все, что он просто офигенный начальник. То есть таких начальников в музей сразу. Я желаю всем, чтобы у всех было такое руководство, честно. Суперспособность Никиты. Ну, вообще у него их много. Даже на самом деле, я думаю, говорить ничего не стоит, потому что, мне кажется, быть лучшим начальником в жизни у человека, который много где работал, и на разных работах, это уже суперспособность. Есть, например, у меня друг, ему уже там около 40, и вот у него не было за 40 лет ни одного лучшего начальника. Вот я у него как-то мы разговаривали с ним, я спрашиваю, у тебя был какой-то начальник, по которому можешь вспомнить добрым словом? Он говорит, нет, ни одного. Можно сказать, что мультитаск — это его суперспособность. То есть вот мультизадачность и все. Но в целом мне больше нравится вот быть лучшим начальником в мире. Вот как-то так. Это его суперспособность. Законы в Spirit высечены, так сказать, в анналах гранитных историй. Уважение к делу, которое мы делаем, друг к другу. Быть честным с самим собой, с коллегами, с кем угодно. Вот ложь, которая именно делается ради чего-то. То есть это прям табу. Ну и, конечно, спортивный дух. Стремление к победам, к звездам, куда угодно. Ну, мы здесь для того, чтобы побеждать. Работа превыше всего, пусть будет так. Нет ничего важнее побед. Переломный матч. Я думаю, что у нас не было такого матча просто по одной причине, что мы очень быстро довольно взлетели. Единственное, это был матч против Virtus.pro на International 10. Но проблема в том, что даже если бы мы его проиграли, это они были фаворитами, а не мы. То есть мы бы все равно продолжили дальше работать. Если мы встретились с ними не в 2021 году, а в 2022, вот тогда это был бы матч, который меняет для нас все. Но если говорить уже по истории, да, то это был International 2022 года в Сингапуре. И в целом это было вот прям с буткемпа. Ну и матч на вылет, естественно, топ-16, он был в целом переломный. То есть это матч, который, несмотря на все наши успехи, да, мы знали, что мы будем делать замены. Который привел, по сути, к этим заменам. В золотых Virtus.pro, несмотря на то, что они не выиграли International, работала совершенно другая система. Да, она работала меньше, чем Spirit, потому что они вместе там были чуть-чуть меньше 3 лет, да, или 3 года. Spirit уже 5. Но их система кардинально отличалась. И в целом даже сейчас есть системы, которые отличаются от системы Spirit, где все решают игроки. Есть, например, клубы и организации, которые в целом больше продюсированием занимаются. Ну, по крайней мере, то, что они делают, это выглядит больше как продюсирование. А все решают определенные люди в команде или вся команда целиком и так далее. То есть система на самом деле в доте и в организациях, в командах разные. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Это, собственно, был первый девиз, когда я набирал состав. Максимально спортивный подход. Мы это реализовали. Это принесло нам результат. Поэтому продолжаем ему следовать. Если завтра приносить результат будет рок-концерты и все к ним прилагающиеся, ну, купим бас-гитару. Никита подключается в тех ситуациях,
когда требуется важное решение. То есть, что я имею в виду? Например, замена в составе. Да? Перед каждым важным турниром, что у нас, как у нас, да, он спрашивает, кто в форме, кто не в форме, какие есть проблемы, не проблемы. Сейчас, если мы, например, на буткемпе, да, мы можем на улице встретиться и рассказываем, там, как мы КВ сыграли. Тут что есть важная тема? Например, обсуждение сезона. То есть, например, если мы обсуждаем следующий сезон, да, то есть примерно мы прикидываем, как нам ехать, что нам, куда, какие у нас есть времени, когда нам сделать выходные, отпуск, когда нам собираться на буткемп, или когда есть какие-то важные решения, то есть, например, скип турнира. То есть мы понимаем, что мы устали, нужно скип турнир, мы приходим к Никите и объясняем ему, что этот турнир мы ехать не хотим, не можем, потому что нас устали, и нам нужно его скипнуть для того, чтобы игроки восстановились, и мы выиграли там следующий турнир. Или когда есть замена, то есть когда приходишь и говоришь, что вот игрок, например, там, нужно там, не знаю, что-то нам сделать, там, игрок плохо играет, или есть какие-то другие причины, по которым нам нужно совершить эту замену. Объясняем собственную целесообразность, он выражает свое мнение, мы обсуждаем, в планерке обсуждение, трехсторонка, все, закрываем. На Новом году, когда у нас был Алан Сатаник, и когда нам Ята рассказал о том, что он возвращается, там, да, было немножко сложно, и мне нужно было принять решение, и это решение нужно было согласовать непосредственно с Никитой. Ситуация, где я прихожу с каким-то готовым решением, и Никита говорит, что нет, точно нет, и так точно не будет, что бы я ни сделал, таких ситуаций не было. Наверное, поэтому он лучший руководитель. Но даже если, например, мы не можем прийти к консенсусу, я могу попросить его просто сделать под свою ответственность. То есть я говорю, я хочу сделать вот так вот. Если что-то пойдет не так, с меня спрашивай. Типа сразу, вот прям вдвойне, втройне, как хочешь. Вот. Но опять же, такое бывает крайне редко. То есть мы обычно всегда находим какой-то вот консенсус. Мне кажется, что работа в Spirit как человека меня почти не изменила. Я воздействую больше на людей, чем... Потому что, я работаю с более молодыми людьми, с более неопытными. Но если говорить о чуть-чуть менее капитальном, наверное, она научила меня где-то идти на компромиссы, потому что раньше было все еще хуже, чем сейчас. Коллеги научили также меня. Где-то я, конечно, бываю слишком упрям, но я теперь считаю, что я намного чаще где-то вот схватываю этот момент и, обычно такой, типа, да, хорошо, да, хорошо. То есть, вот, наверное, где-то на компромиссы вот она научила больше меня идти, да. В общем, где-то работа в Spirit смогла сделать меня лучше, то, как раз о чем я сказал. А глобально, наверное, черты характера, это слишком сложно поменять. Там никто уже не поменяет, не только работа. Через 10 лет вижу Spirit гегемонами, глобалистами, безупречно просто вот недосягаемыми лидерами, с огромными кучей сателлитов, чтобы вся лига во всем киберспорте состояла только из Spirit и их сателлитов. Будет, может, не так интересно, да и черт с ним. Свою жизнь через 10 лет, если я не на пенсии, то надеюсь, что... вижу-то я в Spirit ее, но, в общем, надеюсь, что в Spirit. Выигрываю там какой-нибудь 9-10 Аегис. Если вдруг на пенсии, то это большой пикап, 3 собаки и где-нибудь вот, чтобы вот можно было в кайф пожить, вот так вот скажу. Пусть где-то там работать обязательно, но вот не 12 часов, не с 8 до 8, а вот просто вот в кайф. Лучше первый вариант. Лучше в Spirit, 10-й инт, вот это вот все.